Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это первый в этом году выпуск новостей из мира страйкбола. Новостей много, так что наливайте чаек и давайте разбираться, что произошло за новогодние праздники. Начать хочу с горячих новостей от российских производителей страйкбольной пиротехники. Буквально пару дней назад к нам в гости приехал представитель компании StrikeArt и показал сразу две горячие новинки. Несколько внезапных новинок от StrikeArt. Это новые выстрелы Чекист. Вот такой выстрел с горохом стоит 110 рублей в розницу. Выстрел с шарами стоит 120 рублей. И дымовой выстрел стоит 160 рублей. Пусковое устройство типа гильза для стандартных 40-мм гранатометов стоит 1400 рублей. Также для стрельбы этими выстрелами можно использовать пусковое устройство Малыш 2.0 со специальным стволом. Стволы сменные. Работает все это примерно следующим образом. Заряжаем до конца выстрел в ствол, целимся и стреляем. Дальность полета примерно 70 метров. Выстрел с шарами летит несколько дальше. А дымовой летит метров на 100, ну может быть 90. Также есть информация, что сменный ствол Малыша 2.0 для стрельбы выстрелами Чекист будет стоить 1400 рублей. Его можно будет приобрести отдельно и установить самостоятельно, если, конечно, у вас уже есть Малыш 2.0. Вторая новинка – это выстрел-толкач. Его фишка заключается в том, что им можно стрелять из любого 40-мм страйкбольного гранатомета без переделки. И никакие адаптеры не нужны. То есть просто вставляете выстрел в стоковый гранатомет и стреляете. Обещанный ценник – 200 рублей. Дальность примерно как у ВОК Тюльпан, то есть 60 метров. Для стрельбы выстрелом толкач не нужно никаких адаптеров или доработок гранатомета. Просто заряжаем выстрел, целимся и стреляем. В это время Тагин, похоже, ударились в минометную тему и выкатили вот такой анонс. Очевидно, что на фото минометный выстрел, и судя по описанию, заявленная дальность от 70 до 300 метров. На мои расспросы производитель раскрыл только следующие факты. Да, это будет действительно миномет и выстрелы к нему. Причем это будет точная реплика реально существующего миномета с рабочими прицельными приспособлениями кратностью 25 метров. Учитывая, что для ТАК 2019 год был годом ТАК-35 и светлой стороны, логично предположить, что в 2020 году порадуют темных. У миномета будет два режима стрельбы – LO и High. В первом случае прицельная дистанция 70-150 метров, во втором случае 150-300 метров. Очень радует формулировка «прицельная дальность». И впервые в этом проекте будут учтены пожелания адептов секты газового вентиля и пироманов. Тут я не знаю, как комментировать, пишите ваши предположения в комментариях. Остальные подробности и StrikeArt, и Тагин обещают раскрыть на выставке StrikeCon 2020. Глядя на эту гонку вооружений, можно с уверенностью сказать, что еще очень долго лучшая пиротехника для страйкбола будет именно в России. Кстати, о лучших. Вы большие молодцы, и благодаря вам и вашей активности большое количество участников из России прошли финальный этап международного голосования Airsoft Player Choice Awards. И если в финальном голосовании вы также проявите активность, то есть все шансы победить. Разберем подробнее, кто из российских участников попал в финал и в каких категориях. В пятерку лучших в номинации «Лучший страйкбольный магазин в Европе» прошел магазин Airsoft Rus.
Надо сказать, что «Синий магазин» уже второй год подряд попадает в эту номинацию, но в прошлом году в финале его победил магазин Gunfire. Вообще, мое мнение, что нужно вводить еще одну номинацию, так как Россия по факту не попадает под четкое определение только Европы или только Азии. В номинации «Лучший продавец снаряжения в Европе» попали сразу два российских участника, это Airsoft Rus и Vartec. Наш проект Red Army Airsoft попал в пятерку лучших сразу в двух номинациях. Лучший неанглоязычный новостной ресурс про страйкбол и лучший YouTube-канал про страйкбол. За что я вам лично очень благодарен, ведь в этом году я старался делать контент именно для страйкбольной аудитории, делая упор на новости и детальные обзоры новинок, пожертвовав соблазном набрать больше просмотров развлекательным контентом. Надеюсь, в финале вы меня тоже поддержите и проголосуете за Red Army Airsoft. Помимо нас, в пятерку лучших в номинации «Лучший YouTube-канал про страйкбол» прошел канал Marty, который в этом году снял очень много геймплеев. В номинации «Лучшее страйкбольное видео» в пятерку лучших попал наш обзор на ТАК-35 от Tagin. Это один из самых непростых наших обзоров, и для наглядного отстрела нам пришлось привлекать настоящую военную технику. Конкуренты в этой номинации тоже очень непростые, среди них есть даже Tokyo Marui и Red Wolf Airsoft. Довольно знаковое событие. Впервые в номинацию «Лучшее страйкбольное сообщество» попала российская комьюнити. Московский клуб Приватка Club в пятерке лучших. И кто бы что ни говорил, они реально заслуживают стать лучшими. Они много делают для развития организации игр, задирая планку для всей России. В пятерку лучших в номинации «Лучшая страйкбольная игра» от 500 игроков прошла российская игра «Линия фронта 2019». Напоминаю, что 7 лет подряд звание лучшей в мире игры занимает чешская игра Border Wars. Мне кажется, иностранные коллеги просто не знают, какие игры бывают в России и какое у нас комьюнити. В пятерку лучших в номинации «Лучший производитель тюнинга» неожиданно попал российский производитель Combat Union, известный отличными камерами хопапа для АК-серии. В пятерку лучших в номинации «Лучший производитель страйкбольной пиротехники» прошли сразу два производителя из России. Это, конечно же, StrikeArt и Tagin. Интересно, что эти два производителя по факту между собой почти не конкурируют и нацелены на разные сегменты. Tagin — это всегда инновационные и высокотехнологичные продукты, которые продаются во всем мире. Продукт этого года — это гранатомет ТАК-35, способный вышибными выстрелами прицельно попадать в башню БМП-2 на дистанции 150 метров. StrikeArt — это народный и массовый сегмент. Продукт этого года — это, конечно же, массовая бюджетная граната Егерь. Кто в итоге достоин победить, решать вам. В пятерку лучших в номинации «Лучшая в мире ВВД-система» уже второй год подряд проходит российская ВВД-система Proteus 3. В прошлом году Proteus победила более массовая американская система от Wolverine, но в этом году число пользователей Proteus заметно выросло и есть все шансы победить. И самая неоднозначная номинация Special Airsoft Player Award. В эту номинацию попали сразу два участника из России. Это Marty и Роман Хорс из 715 Team. Дословно, эта номинация, наверное, переводится как «Особенный игрок в страйкбол», и в нее обычно попадают игроки, которые снимают геймплеи. Marty 2 года подряд в ней побеждал, что неудивительно, так как он снимает большое количество геймплеев. В этом году аудитория Хорса решила затроллить Marty и пропихнула своего кандидата от народа. По-честному, Хорс, конечно, лишь косвенно относится к страйкболу, но страйкболисты его тоже смотрят, и голосование есть голосование. Кто в итоге победит, решать только вам. Какие привода, винтовки и пистолеты попали в пятерки лучших в этом году, вы можете посмотреть самостоятельно. Ссылку на голосование я оставил в описании. Raptor Airsoft сообщили, что ГББ-версия страйкбольного пистолета MP443 Грач готова к релизу. Что уже известно? Это ГББ-версия, то есть затвор ходит и есть имитация отдачи. В стандартной версии затвор металлический, в версии для японского рынка затвор пластиковый. Внешний ствол выполнен из алюминия на ЧПУ станке. Резинка хопапа стандартная ВСР типа, внутренний стволик 105 мм. Стандартная версия будет работать как от грингаза, так и от СО2. В комплекте с пистолетом будет поставляться грингаз магазин на 25 шаров. Позднее можно будет приобрести СО2 магазины.
По заверению Raptor, пистолеты будут помещаться в пластиковые кобуры от Stitch Profi для боевых пистолетов Grudge. Напоминаю, что ранее представители магазина Airsoft Rus говорили, что ценник на этот пистолет будет в районе 12 тысяч рублей. Кстати, в Airsoft Rus приехала большая поставка фонарей и блоков Anpec от Element. В наличии появились пистолетные фонари, нашлемные фонари и различные тактические фонари для страйкбольного оружия. Ассортимент реально большой. Есть версии фонарей с различными внешними креплениями, ЛЦУ и ИК-подсветкой. Тактические блоки Anpec есть как в виде боксов для размещения аккумуляторов, так и полностью функциональные модели очень достойного качества. Ссылка на весь каталог в описании к этому видео. Печальные новости от Tokyo Marui. К сожалению, в первой партии новых пистолетов V10 обнаружены нередкие случаи брака. Первые владельцы говорят, что у некоторых пистолетов быстро трескается затвор. К счастью, Tokyo Marui понимают, что такое сервис, и уже начали кампанию по отзыву и бесплатной замене брака. Российский производитель Ars Arma запустил продажи чехлов на шлем Core XT Multicam. Материалы – силовая сетка, оригинальная кордура с ИК-ремиссией и американское петельное полотно. Из петельного полотна сделаны крепления для подсумков и утяжелителей. По бокам, сверху и на затылке есть камуфлированные велкро-панели для крепления знаков отличия и дополнительного оборудования. Чехол совместим с оригиналами и репликами баллистических шлемов Obscor Fast Hi-Cut, Obscor Fast Maritime и их аналогов. Доступные размеры L и XL. На текущий момент доступна версия в расцветке Multicam, но уже в феврале появится версия в оригинальной расцветке Atax FG. Мастерская Lab 52 сделали страйкбольную версию RPG-28 Клюква для стрельбы выстрелами игла от StrikeArt. От привычного RPG-26 новый гранатомет отличается количеством стволов. Тут их 4. А это значит, что вы можете носить сразу 4 заряженных иглы. В сети появились несколько подробных фото нового АК-12 АЕК от Arcturus. Можно рассмотреть, как реализована быстрая замена пружины и переводчик режимов огня. Судя по фото, переводчик режимов огня предусматривает возможность стрельбы с отсечкой по 2 шара. Насколько мы слышали, для реализации этой функции планировалось использовать электронику от Perun. Modify продемонстрировали работу страйкбольной ГББ-версии пистолет-пулемета PP-2000. К сожалению, был показан только одиночный огонь, но зато наглядно видна работа затвора. Выглядит антуражно. Яркий пример того, что если китайский завод сделал продукт для одной компании, то он совсем не против выпустить этот продукт для другого заказчика. Судя по всему, спецнаарм связались с тем же самым заводом, у которого АСР заказывали изготовление своей версии СВ-98. И теперь эти же самые винтовки для европейского рынка выпускаются под маркой Spetsna-Arms. Корпус все так же пластиковый, внутри все та же L96 от ЦИМа. Из заметных изменений можно отметить, что Spetsna-Arms решили не останавливаться на классической зеленой расцветке и заказали версии в черном, оливковом и песочном цветах. В 2020 году GHK планирует запустить продажи новых газовых ГББ карабинов АКМС-У и Steyr AUG A2. АКМС-У начали продавать уже 13 января. AUG начнут продавать в марте. Первые пользователи King Arms SBR высоко оценили новый приклад, который стоит на этом приводе. Поэтому King Arms собираются продавать этот приклад отдельно, как самостоятельный продукт. Появится или нет этот продукт в российских магазинах, зависит внезапно только от самих магазинов. Кстати, о магазинах. В ожидании сезона магазин Airsoft Store уже завез большую партию шаров от BLS. В наличии есть рабочие лошадки в виде белых шаров массой 0,28, 0,3 и 0,36 грамма, тяжелые зеленые трассерные шары весом 0,28, 0,3 и даже 0,32 грамма и тяжелые шарики для снайперов весом от 0,43 до 0,5 граммов. Ссылка на весь каталог на сайте магазина в описании к видео. Компания Leilax выпустила обновленный ударно-спусковой механизм для популярной спринговой снайперской винтовки VSR-10 от Tokyo Marui. Называется новый УСМ Zero Trigger. В сравнении со стандартным УСМ ход спуска обещают заметно более чувствительный. VFC показали детали новой ГББР винтовки M110 SAS в песочной расцветке. Новинка имеет все лицензии Knights Armament Company и начнет продаваться в Азии и Европе уже в этом месяце. Ценник пока не называется. Edge Airsoft работают над облегченным ресивером для новой спринговой снайперской винтовки HTI от Silverback Airsoft.
Других новостей у меня пока для вас нет. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях. Их в этот раз много. Ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, жать колокольчик. До скорого!